Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Александр, правящая коалиция Австрии включит в стратегию безопасности отказ от российского газа, доля которого составляет порядка 80%. Ранее министр энергетики Австрии заявил о выходе из долгосрочных контрактов ОМФАУ и «Газпром», которые действуют до 2040 года. На этом фоне Европа выжимает из России все газовые соки. Европейские страны за этот год нарастили импорт трубопроводного газа из России на 18%. Александр, как вот эти вот две новости в одном информационном пространстве вместе-то жить могут, если тут отказываются, а здесь закупаются по полной? Очевидно, легко и непринужденно. Ведь закупки газа осуществляют конкретные хозяйствующие субъекты, а стратегия – это не обязующий документ. То есть любая стратегия может быть скорректирована. Мы в данный момент, к сожалению, вынуждены обсуждать эту стратегию как некий продукт информационного поля. То есть австрийские газеты со ссылкой на свои источники говорят, что вот будет так, а сама стратегия будет представлена в ближайшие недели. Ну, будет интересно посмотреть на саму стратегию, когда она будет представлена, но я склонен считать, что да, действительно, в 2027 году, ну, точнее, в этой стратегии будет прописано что-нибудь на тему отказа от российского газа к 2027 году. Почему? Потому что есть европейские, общие европейские документы, тот же самый там Repower EU, в которых прописана эта цель отказа от импорта всех всех энергоносителей, всего ископаемого топлива из России к 2027 году. Ну, нефть запретили импортировать, кроме Венгрии, Чехии и Словакии. Они пока могут. Потом уголь запретили импортировать. Газ импортировать продолжают. То есть Австрия, как член Европейского Союза, ну, под давлением Брюсселя и исходя из уже существующей законодательной базы, обязана будет как-то вот обозначить свое персональное стремление в том направлении, которое обозначили господа в Брюсселе. Ну, то есть мы говорим, что Евросоюз будет отказываться. Австрия, а ты подписываешься под этим? У тебя есть какая-то стратегия на эту тему? Как нету стратегии? Ты что же хочешь пропетлять? Ты что же хочешь оставить контракт с «Газпромом»? Это недопустимо. Нет, нет, отвечает Австрия. Вот у нас, пожалуйста, вот. Знаете, Австрия самая парадоксальная страна вот, в Европе в целом. Вот. Республика, которая называется Восточная империя, это прям прекрасно. Оустеррайх, если что. Вот, это Восточная империя. Вот. Так что будем считать это таким очередным австрийским парадоксом, если угодно. Давайте резюмируем. Есть общеевропейская законодательная база. Австрия, как покупатель российского газа, должна в рамках этой стратегии общеевропейской обозначить свое стремление отказываться от российского газа. Все, вот стратегия есть, но, еще раз, стратегия – это не обязующий документ. Это документ, обозначающий рамки, в которых вы должны действовать, если есть техническая возможность. Для примера. Есть принятая летом 2020 года водородная стратегия Европейского Союза. В рамках этой водородной стратегии были приняты водородные стратегии национальные, в частности, вот немецкая водородная стратегия. В рамках этой стратегии предполагалось, что уже в 2024 году в Евросоюзе будет производиться аж 1 000 000 тонн зеленого водорода. Где? Где 1 000 000 тонн зеленого водорода? Почему производство зеленого водорода к началу 2024 года может все решительно измениться вот за вот оставшееся время? Так вот, к началу 2024 года все вот эти прописанные в стратегии на 2024 год показатели отставали, ну, раз в 30. Ну, может чудо случиться, конечно, новогоднее. И к Новому году статистика прям увеличится, вот, и все скажут, вот, видали, вот, стратегия работает. Но у меня есть некоторые сомнения. Кто-то понесет ответственность за это? Нет, никто не понесет ответственность. Все могут сказать, ну так, понимаете, вот ситуация так вот складывалась, что мы не смогли. Мы хотели, но не смогли. Технические сложности.
И каждая отдельная страна, которая приняла вот такую водородную стратегию, она тоже не будет нести какой-то ответственности. И люди внутри этой страны не будут нести ответственности, потому что стратегия не предусматривает санкций за свое неисполнение. И данная стратегия, скорее всего, еще раз, мы пока не видели текст, но, скорее всего, это будет такой же декларативный документ, как и там то же самое Repower EU. Если все получится, мы будем отказываться. Не получится, не будем. Ну окей, молодцы. Хорошо, что вы это обозначили. А если не получится, кто-нибудь будет нести за это ответственность? Нет, не будет. Потому что это стремление, это стратегия, это некая путеводная звезда, которую мы обозначаем, что мы вот движемся в ту сторону. К 27-му году должны прийти. Не придем к 27-му, ну что ж, 28-й, 29-й и так далее. При том, что чисто теоретически у Австрии есть неплохие возможности избавиться от этой ужасной зависимости от российского газа. Ну, кроме того, что действует до сих пор контракт долгосрочный, до 40-го года, между «Газпромэкспортом» и компанией ОМВ, это, пожалуй, старейший такой западный клиент «Газпрома». Вот. Ну, если мы историю «Газпрома» тянем вот с советских времен, с подписания первых контрактов на поставку газа в Западную Европу. Ну, или Центральную Европу, если вдруг кто-то захочет заняться буквоедством и указать на то, что подождите, Австрия – это не Западная Европа, это страна Центральной Европы, я соглашусь, хорошо, вот в Центральную Европу, страны Западного блока. Кстати, если кто-то захочет заняться буквоедством и сказать, что Австрия вообще не присоединялась к Западному блоку, ну, давайте тогда определимся, она с кем была, с советскими странами или со странами капиталистическими на тот момент, когда вот было это противостояние в масштабах Советский Союз и Европа. Вот, после этих всех оговорок, ну, кстати, это я вам не запрещаю, вы можете прийти и в комментариях расписать ваше представление о роли Австрии там, с 68 по 91 год. Мы только рады, чем больше комментариев, тем лучше. Так вот, у Австрии есть возможности заместить российские поставки по двум причинам. Австрия – это крупный газотранспортный узел, и через территорию Австрии проходят поставки, в том числе норвежского газа. Норвежский газ идет в Италию и в балканские страны. Притом в конце 17-го, если память меня не подводит, года, это нехорошо сыграло против Италии и вот этих балканских стран, потому что в 17 году, точнее в декабре 17 года в Баумгартене, это крупный газотранспортный узел, центральный европейский газовый хаб, если кому интересно, там произошла авария, и какое-то время, непродолжительное, но все-таки, какое-то время поставки газа были невозможны, и вот север Италии и там Хорватия со Словенией столкнулись с дефицитом газа. Если бы тогда был Южный поток, как это предполагалось по планам, они бы не испытывали этого дефицита. Но так как Южный поток не был построен, то добро пожаловать, вот вам дефицитик. Так вот, поставки норвежского газа могут теоретически удовлетворить и спрос в самой Австрии. Притом пытливый зритель, слушатель может сейчас сказать: погодите, вы что-то рассказывали, что Норвегия не может увеличить добычу газа. Вот они свои 125 миллиардов кубов поставляли и поставляют. Откуда Норвегия возьмет дополнительные там 10 примерно миллиардов кубов газа, которые Австрия покупает в России, чтобы вот их заместить? Очень просто. Мы здесь можем посмотреть на такой показатель, как импорт газа. И вот я здесь перехожу ко второй части вопроса, который задал Максим, а именно, как так получается, что из России импортируют больше газа, а вот при этом кричат: да-да, к 27 году мы от всего будем отказываться. Точнее, обозначим свое стремление отказаться к 27 году, а там посмотрим. Ну, смотрите, за первые 30 недель года Европейский Союз импортировал примерно 172,5 миллиарда кубов газа из всех источников, включая Норвегию, СПГ, Россию, отовсюду. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого, позапрошлого и позапозапрошлого годов. Это вообще близко к абсолютному минимуму, который был зафиксирован где-то в середине десятых годов. Это минимум составляет 170 миллиардов кубов. 172,5, 170. Это для первых 30 недель года. То есть
потребности в газе сокращаются в Евросоюзе все еще. Большой привет всем, кто говорит, ну смотрите, у них уже вот низкие цены, сейчас попрет. Ну низкие цены у них? Нет, цены у них, конечно, сейчас низкие. Правда, они выше, чем были за аналогичный период прошлого года. Что-то в прошлом году не взлетел спрос на газ, несмотря на низкие цены. И сейчас продолжает сокращаться спрос, а цены выше, чем были за аналогичный период прошлого года. Наверное, что-то случилось, наверное, что-то не работает, да? За первые 30 недель прошлого года из России было импортировано 13,7 миллиарда кубов, а за 30 недель текущего года, первые, 18,5 миллиардов. Почти 5 миллиардов разницы. Не бог весть какой объем, казалось бы. То есть тут 18 миллиардов с половиной, там было 13 с половиной примерно. Ну и что? А раньше-то вон по 200 миллиардов кубов отправляли на зарубежные рынки. Что эти 5 миллиардов? Но, смотрите, импорт падает, а импорт из России растет. Который включен, вот притом трубопроводный импорт и СПГ импорт. Здесь вот в этом указанном объеме СПГ нет, это только трубопроводные поставки. Сейчас поставки через турецкий коридор идут вообще на рекордных объемах. Не было ни одной недели, когда они бы были ниже, чем за аналогичные периоды прошлых лет. Пока вообще вот турецкий поток работает и турецкий коридор поставок в Евросоюз. К чему это, собственно говоря? Смотрите, потребление падает. Импорт падает. Ну хорошо, теоретически импорт может вырасти, и какие-то рынки, на которые поставляет сейчас Норвегия, рынки европейских стран, вот они могут отказаться от норвежского газа в пользу какого-то еще газа, а норвежский газ, вот 10 миллиардов кубов в год, это не очень большой, казалось бы, объем, в общем-то, для Норвегии, пойдет в Австрию. Ну, легко же, легко. Мощности есть? Есть. Ну, а тем более Италия нарастит закупки СПГ, это же легко сделать. Как уважаемые мировые агентства сообщают, это проще пареной репы. Тем более скоро избыток предложения будет, а как известно, избыток предложения, он навсегда. Если что, это ирония. Это вот, знаете, я тут написал один пост, где иронизировал по поводу способов прогнозирования, когда просто вот рисуют линию такую же в будущее, и люди такие, погодите, это ж не так, это ж неправда. Я знаю, это ирония, ребят, ну, казалось бы, очевидно. Я поэтому проговариваю, это ирония, местами даже сарказм. То есть Италия наращивает закупки СПГ и поставляет по всей стране этот самый СПГ, а Австрия получает газ из Норвегии. Или, ну, прям представим себе фантастический местами, но технически возможный вариант, такая научная фантастика, что СПГ, который пойдет в Хорватию, который пойдет в Италию, может быть, даже в Грецию, окажется настолько велик, а газотранспортной мощности достаточный, что избыток этого СПГ будет идти в Австрию. Ну, теоретически мы можем себе такое представить. Не везде это технически реализуемо, но пофантазировать мы можем. То есть может ли Австрия прописать что-то такое в своих документах? Мол, да-да, мы будем стремиться увеличить там оттуда закупки, отсюда закупки. Может. Но при этом мы видим, что пока что, на данный момент, потребление газа продолжает сокращаться. В некоторых секторах, местами, оно восстанавливается частично. Но в общем и целом потребление газа снижается. Снижается импорт, увеличиваются закупки в России. Ну что ж, окей. Увеличиваются закупки в России, это мы отбрасываем, смотрим на снижение импорта, снижение потребления и говорим, ну так импорт можно восстановить, и Австрия может заместить за счет восстановления импорта в рамках Евросоюза, может заместить поставки из России. Тем более это всего 10 миллиардов кубов. Тут смотрите, 172 миллиарда весь Евросоюз закупил. Ну, а в прошлом году там они порядка 180 миллиардов закупили. Ну, вот в прошлом году 180. Вот эта разница как раз и покрыла бы для Австрии вот эти объемы из Российской Федерации. Поэтому технически это легко сделать. Да, технически легко. Если Евросоюз не будет восстанавливать потребление газа, и если действительно эти страны будут стремиться к тому, чтобы избавиться от поставок из России. Потому что все-таки, когда мы говорим страны, мы упрощаем ситуацию. Конкретные хозяйствующие субъекты должны
стремится сократить закупки в России. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, на фоне замедления Ютуба и креатива нашей Государственной Думы предлагаем вам подписаться на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании к данному ролику и в закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях лишения монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.